Всем привет! Сегодня будем исследовать город Старую Ригу и также несколько интересных легенд об этом городе. Здесь находится дом черноголовых, но вы, наверное, не думаете так, что они все были темнокожие. У них просто был символ темнокожего человека, и поэтому они так назывались. Это была такая община, а сейчас в этом доме находится музей, который стоит от 4 до 7 евро. Прямо в этом городе находится Рижская дума. В Старой Риге характерны старинные дома и узкие улицы. Здесь находится ресторан, который, представляете, 13 века. А как раз сзади за мной находится самая узкая улица Риги. И здесь есть очень интересная история о том, что в старые времена по этой улице шли две женщины, которые были в больших таких платьях, и они шли навстречу друг другу и не смогли разойтись. Гордость им не позволяла одной другой уступить, чтобы та прошла или та вернулась. И ситуацию решил маленький мальчик, который подошел и сказал: пускай пройдет первая та, которая старше. И они обе уступили друг другу дорогу. Вот так дверь. Это старинное здание, старая церковь, которую раньше очень сильно затапливало, и здесь даже в одном году ее так затопило, что внутри плавала рыба. И поэтому специально оставили такую разницу в высоте между этим старым зданием и старыми домами. Посмотрите, они где-то на 3 метра выше. На этой улице снимали 2 известных советских фильма. Это про Шерлока Холмса и 17 мгновений весны. Впечатляют года, которые написаны на этих домах. Вот еще одно доказательство о том, что Ригу подняли на несколько метров. Посмотрите. Тут глубина 3 метра. И вот окно внизу. Очень красивый фасад. Это дом, бывшая гостиница, в которой останавливался император Петр I. Рядом находится музей истории Риги и мореходства. И опять же такие старинные здания. Вход в музей стоит 5 евро. Среди таких громадных домов находится такой миниатюрный маленький домик. Тоже по нему видно, что он очень и очень старый. Памятник известному философу, и рядом стоит тоже памятное здание о том, что здесь была раньше первая школа. Ретро-телега. А это Рижский замок, в котором работает президент Латвии. Эти люди, они настоящие. Полоски на асфальте означают то, что в этом месте раньше протекала река. Вот карта, где она протекала, но когда подняли город выше на несколько метров, ее закопали. Этот дом хранит в себе очень удивительную историю о мальчике, который был влюблен в одну девушку, но отец запрещал им встречаться. И тогда он решил прямо по лестнице залезть к ней в окно. Но так как справа и слева коты, они символизируют то, что они замяукали, и отец услышал. И он столкнул этого парня вниз с лестницы. Он разбился и умер. И в честь них
вот такие статуи сейчас на крыше дома. Это здание тоже ужасно старое, и на нем также есть доказательства о том, что город был намного ниже, чем он есть в действительности. Древняя церковь 1297 года. И в нем есть нечто удивительное. В нем сохранилось имя Бога. Это древний еврейский тетраграмматон ИХВХ, что в переводе на русский означает Иегова. А на этом древнем высоком здании находится в самом верху золотой петух. Ну, он, конечно, позолоченный, но интересный факт, что его размеры вот сопоставимы с этой лошадью. Это практически как машина. Ну и на нем сверху также есть смотровая площадка. А этот дом выглядит прямо как картинка, но сейчас здесь музей. Еще одна удивительная история. В стене этой церкви добровольно были замурованы 2 монаха. Но их мотивы позже подверглись сомнениям, потому что думали, что они просто хотели попасть в канонизацию, чтобы быть канонизированными. Им сначала люди приносили еду, а потом полностью их замуровали там. А это стена городских укреплений. И вот там наверху отверстие для пушек даже есть. Но меня больше всего поражает это вот то, что такие были низкие окна. Вы представляете, сейчас они просто замурованы. Вот насколько город ушел под землю. Вот опять же окна, вмонтированные в землю. И посмотрите, какая дверь маленькая. На метр высотой. То есть все остальное под землей. Рижский русский театр сзади за мной. Здесь все так запутано. Вроде бы это дома, но при этом здесь есть как будто бы вход в дом. Но на самом деле ты входишь не в дом, а через дом. Ты проходишь прямо посередине дома и выходишь на другую улицу. Посмотрите. Мы как будто бы видим окна домов, и при этом здесь есть крыша еще. Перед нами пороховая башня, в которой раньше хранили порох. Но после разных войн она какое-то время была в запустении. Это было около 100 лет назад, и студенты собрали с крыш отовсюду помет голубей и продали его за очень большие деньги купцам, которые приезжали мимо Риги. Также с этой пороховой башни стрелял сам Петр I. Казармы 17 века, в которых когда-то жили шведские воины. С другой стороны, также укрепления. Это части стены, которые как раз окружали город. Вот здесь эта стена обрывается. Ну и оставлена такая в виде арки, чтобы как напоминание, где заканчивался город. А вот одна из пушек, которая для защиты этого самого города. И опять же старый фундамент этого здания, который свидетельствует о другом уровне города. Перед нами шведские врата 1688 года. Но называются они шведские, потому что в те времена местным жителям запрещалось встречаться со шведами. И одна девушка нарушила это указание и пришла к этим воротам встречать своего возлюбленного. В наказание ее замуровали в этой стене. Вот такие тяжелые времена были. Вот то, что я говорил, уровень города ушел вниз. Это доказывает также кафе, которое здесь находится. И если в него зайти, то нужно спускаться вниз под землю. Ух ты, какое здесь старинное здание. Все отреставрировали. Даже ставни сделали такие под старину. Лела Гилде. В переводе «Большая гильдия». И напротив этого дома жил
богатый купец, который хотел очень сильно попасть в это сообщество большой гильдии. Но его туда не взяли. И он назло этому сообществу построил 4 кота. Одного мы сейчас видим на экране. И сделал их так, чтобы они все были задом к этой большой гильдии. И это так рассердило этих всех богатых людей, что они даже подавали в суд на этого купца. Но ничего не смогли сделать. Все эти коты так и оставались повернутыми к заду, к этому сообществу купцов. Ну, конечно, если смотреть сейчас на эту ситуацию, то этот кот все-таки повернут к ним уже не задом. В наше время уже все-таки перевернули. И закончим мы на исторических зданиях 15 века, которые называются «Три брата», потому что 3 здания. Легенда гласит о том, что это были строители, мужчины одного рода, поэтому и называется «Три брата». Ну вот и все. Всем пока.